Привет, меня зовут Надежда. Сегодня буду делать самого милого персонажа из фильма «Стражи Галактики». Маленький Грут никого не оставляет равнодушным. Такой счастливый, радостный куст, говорящий одну единственную фразу «Я есть Грут», покорил сердца миллионов. Набросала несколько скетчей и решила сделать персонажа более статичным. Посадила его в чашку, а в руках у него будет сердце. Сейчас проделываю обычные шаги по переносу рисунка на фетр с помощью копировальной бумаги. Подробнее, как делается перенос, можно посмотреть в этом видео в подсказке. Добавлю его в описание к видео. Для удобства вышивания броши решила фетровую заготовку натянуть на пяльцы, но так как она у меня уже на маленьком кусочке, просто пришиваю фетр к натянутой ткани. Первым делом вышиваю глазки Груту. Не знаю почему, но захотелось начать брошь именно с этого. Так как недавно закупилась металлизированным мулине, решила именно им и вышить весь контур. В работе металлизированные нити оказались достаточно жесткими, но такая окантовка выглядит очень эффектно. Вышиваю контурным швом, делаю стежок, вывожу нить наверх и делаю следующий стежок. Ввожу нить в предыдущий стежок. Таким образом вышиваю все контуры. Главное не забыть про мелкие детали. У меня это листики и ручка кружки. Бисер в этот раз подобрала самый маленький от фирмы Тоха, в целом следующая палитра. Один темно-коричневый цвет, один коричневый и в тон к нему стеклярус. Также парочка бежево-жемчужных бисерин, которые буду использовать для бликов и обозначения ручек. Начинаю, конечно, с лица. Мне кажется, это самая ответственная часть. И когда делаете лица, не бойтесь сделать что-то не то. Лучше несколько раз переделать, но получить в результате прекрасное изделие, чем мучиться, думая, ах, если бы я сделала как-то по-другому. Не думайте, просто переделайте. Ура! Мосинка Грута готова! Теперь осталось сделать тельце и добавить немного зелени в виде листьев по сторонам от Грута.
Сердце решила делать нежно-розового цвета, тоже мелким бисером. Разница между таким бисером и обычным не кажется какой-то уж сильно большой, но на деле работа движется как будто раза в 2 дольше. Зато кружку вышила очень быстро и решила придать ей объема. То есть я вначале вышила основу, подложку из 2 цветов, посветлее и темнее с синим оттенком. А теперь вышиваю второй слой поверх первого. Получается такая шубка. Это как раз помогает сделать работу объемной и интересной, так как глаз уже не цепляется за отдельные бусины, а видит весь элемент в целом. Сейчас думаю, что выражение звучит немного загадочно, как будто бы циклоп описывает свои ощущения, но я, кажется, много раз его слышала, так что пусть будет. Тем более сегодня делаю и не совсем обычного персонажа. Теперь остались самые последние этапы по оформлению вышивки в брошь. Вырезаю маленького грута, обвожу его на ткани, задники и на уплотнители. Брошь пришиваю к уплотнителю и приклеиваю к задней стороне вышивки. В ткани для задника проделываю отверстие под булавку. Приклеиваю все детали прозрачным клеем Момент Кристалл. Лишнее обрезаю. Обработать край броши решила жесткой канителью. Это достаточно удобный и быстрый способ, если приноровиться. Главное, чтобы получилось красиво, канитель должна быть действительно жесткой, и перед работой с ней ее надо немного растянуть, чтобы нитка спокойно проходила между звеньев.
Как он крут, этот Грут! Он великолепен и будет красоваться на воротнике пальто. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Если да, то подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчик вверх. Так я буду понимать, насколько вам зашла такая тема по созданию персонажей из фильмов. Если у вас есть какие-то пожелания по героям, обязательно напишите внизу в комментариях. Возможно, в следующий раз я сделаю именно вашего персонажа. Желаю всем творческих успехов. С вами была Нерианда. До новых встреч!